от пациента, 3 месяца острое обострение боли в спине. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 66 лет. Дата исследования 2 декабря 2022 года. Область исследования – поясничный отдел позвоночника. Последовательности с жироподавлением не представлены, что затруднило трактовку результатов исследования. Поясничный лордоз выпрямлен, тенденция к формированию кифотической деформации с вершиной в L1, L2, дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков в сегментах L1-S1 на T2 и вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков, со снижением их высоты, более выражено в сегментах L1-L3, передних, передне-боковых краевых костных разрастаний с обызвествлением передней продольной связки в местах прикрепления к телам позвонков и задне-боковых краевых костных разрастаний в сегментах L1-S1. Соотношения в дугоотросчатых суставах правильные, суставные фасетки позвонков расширены за счет краевых остеофитов. МР-сигнал от тел позвонков диффузно-неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. Поперечные отростки L5 удлинены, по всей видимости формируют дополнительные суставы с крестцом. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника, циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади. L1, L2 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L2, L3 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. L3, L4 правосторонняя фораминальная грыжа 4 мм. На фоне диффузной протрузии 3 мм с признаками компрессии нервных корешков справа в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. L4, L5 дорсальная циркулярная грыжа 4 мм с признаками компрессии нервных корешков с обеих сторон, в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. L5, S1 дорсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Заключение. МР-картина дегенеративно-дистрофических изменений, кифотической деформации поясничного отдела позвоночника, межпозвонковых грыж, L3, L4, L4, L5, протрузии межпозвонкового диска, L5-S1, сакрализации L5. Рекомендовано МРТ по общепринятой методике, с применением последовательностей с жироподавлением, КТ для уточнения степени сакрализации L5, консультация невролога. 10 января 2023 года доцент кафедры М.Н. Котов М. А заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование проведено плохо, нет последовательностей с жироподавлением. Не оценить значительную часть патологии. Это исследование нужно переделать. Можно сказать, что есть пара небольших грыж, они сдавливают нервные корешки и дают боли. Есть изгиб позвоночного столба кзади, что нарушает его нормальное положение и дает чувство неудобства в спине. С этим нужно обратиться к неврологу. Также есть аномалия развития 5 позвоночного позвонка. Он связан с крестцом дополнительными суставами, это ограничивает подвижность. Чтобы уточнить этот момент, нужно сделать КТ, на МРТ это видно плохо.